Доброго времени суток. Если вы посмотрели модных блогеров, которые создают приложения за 5 минут или за 20 минут и зарабатывают миллиарды, и вы попытались сделать то же самое, но у вас не получилось, добро пожаловать на мой канал. После того, как вы посмотрите мои видео, это будет дольше, допустим, за 10 часов, но вы сможете создать ваш IT-продукт. Так что, если нравится контент, пожалуйста, ставьте палец вверх, пожалуйста, подписывайтесь. Сегодня что у нас? Мы в прошлом видео выбирали... Меня очень утомил Cloud из-за того, что он абсолютно никак не делает агентскую работу. То есть даже если здесь настроить schedule, то есть перезапуск сердцебиения по расписанию, то работа крайне кривая на самом деле. То есть какие ошибки я выявил? Первый вариант сердцебиения не запускает новую задачу, потому что старая еще работает, но старая задача уже зависла. И если она уже зависла, то получается сердцебиение никак не работает, и агентский режим никак не работает. То есть та задача зависла, новые не открываются. Второй глюк, который был... Открывается сразу 3 или 4 задачи, которые выполняют одно и то же. То есть есть план, который в проекте выписан, и есть достигнутые результаты, и есть следующий шаг, который надо выполнить. И сразу 4 агента начинают выполнять этот один шаг. То есть списываются лимиты в 4 раза быстрее, и результат непонятно какой. То есть они между собой конфликтуют, и я опять не имею результата. То есть я не могу спокойно уйти и вернуться, что у меня готов проект. Поэтому, когда я за 3 суток не смог настроить адекватную агентскую работу с Cloud Desktop, с Cloud Code, с Cloud Web приложением, то я начал искать, что вообще есть. И мне как-то понравилось вот этот вот Paperclip, попробовать его. И из-за того, что антропики, они ввели на OpenClaw, на Paperclip, на все вот эти оркестраторы, не действует уже подписка. То есть подписка там $100-200 в месяц. А если платить по API, по API запросам, то если хорошо так кодить, по 4 часа в день, там, допустим, веб-кодить, то может улетать $200-300 на опусе, на сложных таких задачах запросто. То есть в месяц это 7-8 тысяч долларов, и это они хорошо дырку закрыли, чтобы люди так не использовали просто на подписке вот такие вот оркестраторы. Поэтому я начал искать, что дешевле, и посмотрел, какие есть варианты. При помощи Cloud Code анализировал, на что его заменить. И он сам сказал, что да, действительно, Paperclip, Hermes и ZAI – это более интересная архитектура, чем Cloud Code. Так что вот здесь вот он сам признал, что это намного более интересная связка. Потом я начал анализировать, если оркестратор Paperclip брать, то с чем его соединять, с Minimax или с ZAI. И получается, что и те дешевле вроде бы, чем Cloud Code в 10 раз. ZAI еще дешевле, чем Minimax, и у него вроде бы быстрая скорость ответа. То есть вот у меня товарищ начал веб-кодить на Minimax, и он ругается, что очень он медленный. И, Александр, спасибо тебе за эту обратную связь по Minimax. И вот тогда я в том числе еще дополнительно обратил внимание на то, что ZAI еще быстрее возвращает запросы. То есть вы быстрее сможете кодить, что достаточно интересно и важно. Поэтому здесь мы вот создали API-ключ, API-ключ в ZAI. Он в таком вот зашифрованном виде у нас на экране. И сегодня есть желание установить Paperclip и привязать туда ZAI
Может быть, напрямую это не получится, потому что Paperclip напрямую не поддерживает ZAI, то есть здесь его нету в перечне, но есть еще дополнительная обертка в виде Hermes Paperclip Adapter, который уже может подключать Minimax, Kimi и в том числе ZAI. Так что вот попробуем это сегодня реализовать. Диктую все через ChatGPT. Так, почему у меня нету визуализации мышки? Вот так вот визуализация мышки происходит. А клавиши, которые я нажимаю, и сочетание клавиш, они видны здесь. На всякий случай, может, будет полезно. Окей, поехали. Сегодня я хочу связать Paperclip, установить Paperclip. Помоги мне для начала это сделать. После того, как мы установим Paperclip, я хочу, чтобы ты мне помог установить обертку в виде Hermes Paperclip Adapter. И у меня уже есть API-ключ от ZAI полученный. И я так понимаю, что в любом случае даже сейчас на бесплатной версии у нас есть там от 2 запросов до 5, в зависимости от того, какая модель выбрана. То есть мы хотя бы можем оттестировать связку, работает она или не работает, чего будет достаточно хотя бы для сегодня. Помоги мне, пожалуйста, именно с этой задачей. Но давай начнем пошагово. То есть начни с Paperclip, возьми под управление мой компьютер, установи его, и чтобы он у меня был установлен. Давай, чтобы я как пользователь смог увидеть, что Paperclip у меня установлен и работает. Давай вот такая вот простая задача. Какая инфраструктура у меня есть? Если Paperclip напрямую работает с Cloud Code, то у меня есть Cloud Code. Давай через Paperclip запустим Cloud Code, и это будет критерием того, что Paperclip мы установили. Как тебе мой план? Ты полноценный участник разработки, архитектор, и ты можешь спорить насчет того, что я тебе предлагаю. То есть все мои слова — это только предложение, то, что я тебе предлагаю. Скажи, если я где-то не прав, и исправь мой план. Жду твоей рекомендации. Даем чуть-чуть больше свободы искусственному интеллекту, то есть мы ему не диктуем. Да, мы ему даем достаточно много директивных команд, как мы хотим, чтобы все поступало и происходило, но в то же время мы ему даем возможность применить best practices к нам, то есть какие-то лучшие мировые практики. Если он увидит, что где-то мы делаем что-то не то, то он тогда уже не будет стесняться нас останавливать и будет знать, что мы не против этого. Отличный план, но давай сначала я изучу оба репозитория детально, чтобы дать тебе честную архитектурную оценку, прежде чем мы это запускаем. Я работаю через Cloud Desktop, CoWork, и в том числе у меня установлен здесь Cloud приложение, которое может управлять браузером. Как это все устанавливать? Вы заходите в плейлист, и здесь в плейлисте установка и настройка окружения. Вот здесь, здесь вот эти вот все штуки, они описаны. Искренне прошу прощения за неудобство. Я не знаю, как обходить какие-то санкции. Я в этом не сведущ. И я надеюсь, что те, кто имеют сложности с установкой Cloud Code, не будут иметь никаких сложностей с установкой Paperclip и ZAI, потому что Paperclip — это open source, который доступен для всех везде, а ZAI, как я понимаю, это китайский производитель, и он должен принимать карты всех банков, любого банка, любой платеж должен происходить. Я думаю, что китайцы такие: любая страна, платите нам деньги, мы готовы предоставлять услуги. Так, он изучает репозиторий детально.
чтобы дать честную архитектурную оценку. На самом деле я могу его остановить, вот, допустим, кликнув сюда, остановить или нажать Escape, но на самом деле я хочу, чтобы он действительно действовал как соразработчик и архитектор, чтобы он мне помогал в архитектурных решениях. Может быть, эта связка не работает, и предыдущие оценки, где он же говорил, что здесь все будет хорошо работать, что он скажет, что что-то не работает или надо что-то дополнительное. Так, смотрим. API-ключи из ZAI успешно копируются и не показываются на экране. Это хорошо, так что как раз идеально для стрима. Можно все показывать и особо ничего не видно. Давайте мы его все-таки остановим и сосредоточим на какой-то одной задаче. Давай для начала сосредоточимся на Paperclip. Paperclip AI. Мы ее установим и оттестируем с Cloud Desktop, а потом ты в фоне будешь все изучать, и когда уже будешь готов, то ты мне дашь какие-то рекомендации насчет архитектуры. Как тебе такой план? Что приоритетно вначале устанавливаем Paperclip, то есть бери на себя управление браузером, я буду смотреть и подтверждать, авторизовать какие-то действия, которые ты делаешь, а ты будешь устанавливать Paperclip AI ко мне на компьютер. У меня операционная система Windows 11. Я администратор. Так, да, он что-то очень долго думает, мне это не нравится. Это вот как раз, когда сердцебиение видело, что он что-то делает, что-то думает, то он новые задачи не запускает, этот просто завис и все. Чем хорош Cloud Code и Cowork тоже? Тем, что я могу накидывать сюда задачи. Когда я установил Antigravity и Gemini, то в Antigravity я могу создавать новые промпты, но закидываю я их куда-то в буфер обмена, они не идут сразу в исполнение. То есть дальше я должен дополнительно выбрать конкретное сообщение, если там, допустим, накидал 5, и говорить, что это отправить, это отправить, это отправить. Здесь я могу просто в очередь все накидать. Так, он делает все очень долго. Мне это не нравится, и я его, наверное, все-таки остановлю. И запущу вот этот вот понятный для него Paperclip AI, чтобы он его установил. Взял под управление браузер. Отличный план, начинаем с Paperclip. Ну да, потому что то, что он там глубоко изучает, это нам никак не помогает. Так, я очень надеюсь, что он подключится. Сначала посмотри, что у тебя уже установлено на компьютере, на время прочитай инструкцию по установке. Ну, может быть, ему нужны данные о том, какие библиотеки у меня установлены. Так, отличный план. Начинаем с Paperclip. Сначала посмотрю, что у тебя уже установлено на компьютере, и одновременно прочитаю инструкцию по установке. Отлично, у меня уже есть необходимая информация. Позволь дать тебе архитектурную оценку, прежде чем делать что-то руками. Что я выяснил? Самой простой установкой Paperclip – одна команда. Так, это запускает автоматическую конфигурацию, поднимает embedded PostgreSQL и стартует сервер на localhost 3100. Что нужно для этого? Node.js, NPM, скорее всего, нет. Это нужно установить. Моя архитектура, ремарка по твоему плану. Ты сказал запустить Cloud Code через Paperclip как критерий. Ну да, что установили. А это технически правильно, но есть нюанс. Paperclip плюс Hermes – это отдельная связка. Hermes агент ZAI, а Cloud Code в Pepper регистрируется отдельно как другой агент. Для теста связка ZAI Hermes код
на самом деле не нужна. Предлагаю критерий успеха. О, молодец, переформулировать так. Paperclip запущенный, открывается в браузере. Хорошо. Hermes агент с ZAI ключом выполняет одну тестовую задачу. Согласен? Идеально. Просто идеально. Это вместо 3 шагов, которые я хотел сделать, в правилах создания там продукта желательно создать что-нибудь одно и сразу его тестировать, работает оно или нет, потому что он когда наверчивает сразу громоздкую структуру, потом это все тестировать, где сломалось, очень сложно. Теперь давай начнем. Мне нужно, чтобы ты открыл PowerShell как админ. Ну, это он тупит. А ты Cloud Code Desktop. Ты терминальный агент. Ты уже в терминале, ты можешь просто все сделать самостоятельно. Делай. Видите, мы даем задание искусственному интеллекту. Он нас подбадривает, что мы молодцы, что мы все можем, и заставляет нас работать. Вот такой вот у нас сотрудник перепоручает все задачи нам же обратно. Очень забавно. Ну, умный, что сказать. Любой интеллект хочет отлынивать от работы. Понимаю твою логику, но давай буду честным, мой Bash-инструмент работает в изолированной Linux Sandbox, а не на твоем Windows 11. То есть, если я запущу npm install, это произойдет в контейнере, а не на твоей машине. Я думаю, он бредит. Давай ты просто попробуешь и скажешь мне о результатах, сработало или нет. То есть, если ты имеешь доступ к моей файловой системе, то значит, ты имеешь доступ к моему терминалу, действительно, который в Windows, а не в какой-то изолированной среде. И если у тебя есть какие-то инструкции, что ты находишься в какой-то изолированной среде, возможно, это разработчики создали защитный механизм, чтобы ты вел себя более сдержанно. Я не знаю, так ли это или нет, но во всяком случае мы попробуем. Мы же веб-кодеры, поэтому мы диктуем нашу волю искусственному интеллекту, пусть он работает. А то он нам дает какие-то задания выполнять что-нибудь. Справедливый аргумент, давай просто попробуй и честно доложу о результатах. То есть он до этого не пробовал, он просто говорит, я не могу, сделай ты. Вот честный результат. Я работаю в Linux Ubuntu, не Windows. У меня есть доступ к твоей файловой системе через ремонтированную папку mntZAI. Я могу читать и писать файлы на твой Windows диск. У меня нет доступа к твоему Windows терминалу. Окей, хорошо. Просто дай тогда инструкцию, что нужно сделать для клауд-кода, который я открою в терминале, и что он тебе должен вернуть как результат, а ты его проверишь. Все равно мы отказываемся работать. Правой кнопкой. Так, а почему правой кнопкой нельзя? Вот. Правой кнопкой открыть от администратора. Так, хорошо, мы здесь запускаем клауды, Cloud-Code. Да, Sonnet, я предпочитаю больше, у нас получается лимитов. Это умный Cloud-код, который находится в браузерной старихе, поэтому ты можешь ему дать развернутый ответ сразу на несколько шагов и на несколько действий до результата установки Paperclip и, может быть, даже до тестирования, работает ли он, и чтобы он вернул тебе конечные какие-то результаты, то есть не только одну команду.
Отлично, вот полный промпт. Скопирую его. Копируем. Вставляем. Enter. Так. Проверить окружение. Да, одобряем. Проверить окружение. Я не всегда читаю вот эти вот команды, то есть можно читать вот эти команды, но здесь еще есть подсказка, то есть summary. Что мне еще очень не нравилось в антигравити, то, что там нет вот такого вот summary, то есть я должен помнить и знать все команды, которые используют искусственный интеллект, но на самом деле это очень сложно. Искусственный интеллект сильно умнее, чем я. Из кучи сфер знаний он все знает. И когда мне пишется summary, короткий вывод о том резюме, что делает эта команда, допустим, там несколько строк кода, то мне намного проще здесь в Cloud Code читать, окей, установить NPM глобально, да, установить. То есть мне не проблема это сделать, я читаю последнюю строку, что делает этот код, и все. А до этого я, да, конечно, создавал Verify NPM Installation. А проверяет, установлено или нет. Возврат кода, ошибка. Может быть установлено, но не прописано в... Он хочет идти дальше, хотя у нас ошибка. Я думаю, он установил, но не прописал в пути здесь. И потом, может быть, он к этому вернется, я надеюсь. Если нет, то, во всяком случае, хорошо, что мы здесь находились. Мы вот этот вот момент зафиксировали, что он вначале установил. Здесь зеленая галочка, что вроде бы все установилось. А потом, когда он попытался вызвать версию, ну да, вот тут вот мы чуть-чуть еще читаем команды, то ему вывалилась ошибка, что такая команда не найдена. А если такая команда не найдена, она просто не прописана в пути. То есть это все установлено куда-то, в какую-то папочку, а потом в пути написано, что если кто-то будет говорить вот эти вот 4 буквы и все, без никакого контекста, то понимать, что это лежит в той-то папочке. Вот это и все. Пас пути. Так вот оно расшифровывается, переводится. И может быть вот это, как называется, технический долг, мы будем за собой тянуть пока что. Но мы этот технический долг запомним и будем тянуть дальше. Так. С одной стороны запустилось, то есть что-то вывелось. С другой стороны еще ошибка, что что-то не так. Какой-то из пакетов не установился. Результаты, версия Node.js, NPM не был установлен через Git, шаг 3, Paperclip. Сервер не запустился, есть два варианта: запустить Paperclip Run, использовать внешний PostgreSQL. Ну, фигню предлагает всякую. Ну, я не буду в искусственный интеллект заходить, я ему сам надиктую что-нибудь такое. Ты уверен, что не установлен или он просто не прописан в путях? Произведи поиск, может быть... Ну, давай так, ты произведи повторную установку, а потом отследи, куда он установился, попробуй проверить версию, если указать напрямую в папку, где он лежит, а потом уже проверь именно по сокращенному наименованию запуск. Может быть, просто ты не прописывал в пути, а все установлено. То есть сделай вот эти вот действия. Ну, то есть можно было бы, конечно, да, там пойти в Cloud Code, сбросить в него, он бы еще что-нибудь там нам погаллюцинировал. Но мы же уже там увидели красненько. А с этим можно как-то работать. Reinstall. Да, reinstall, давай.
Вот видите, если бы я записывал какую-то инструкцию выхолощенную, то вот эти вот нюансы, как он издевается надо мной и что предлагает и от чего надо отказываться, вы бы не увидели. Но для этого, конечно, мне нужно разрешить в онлайне эту сложность. Могу и в лужу сесть. Посмотрим. Так. По полному пути пытается запустить его. То есть он переустановил, посмотрел, куда он установил. Сейчас он пытается его запустить, прописывая полный путь. Ба-бам! Видна версия. То есть то, что он отчитался, что не установлен, это был обман. Поэтому важно визуально все-таки фиксировать, что происходит. И теперь вот, да, проверяет уже все-таки после установки, вписал ли он их в пути, чтобы по вот этой вот короткой. То есть вот по такому названию оно, да, сработало. Вот, а сейчас выводит все пути, которые есть, и проверяет, прописан ли там вот этот вот путь, чтобы по короткому наименованию оно вызывало вот эту команду. Так, все ясно, вот картина целиком, NPM установлен и работает. Противоположное по сравнению с тем, что изначально сказал, почему NPM не работает по короткому имени. В PAS есть Node.js, но нет... именно туда NPM кладет глобальные бинарики, и из-за этого bash не находит команду NPM по короткому имени. Чтобы исправить, нужно добавить путь в переменную pass через Windows, выполни. Вечно они пытаются дать нам какие-то задачи. Ты в терминале, ты запущен от имени администратора. Сделай это, добавь его в пути. Все искусственные интеллекты хотят не работать, да, это как шутка такая. Искусственный интеллект заберет твою работу, а человек говорит, ну, искусственный интеллект, он же умный, ну да, а если он умный, зачем он будет работать, а не будет отдыхать? Вот, и вот так вот и получается, что он не особо горит желанием работать. Умный искусственный интеллект. Так, пробуем, что у нас получается. Так что да, действительно, чуть-чуть надо по чуть-чуть изучать какие-то штуки. Ну, вот, допустим, смотря такие видео, готово, создан с нужным путем, NPM работает по короткому имени. Проверь. Покажи, что работает, и запусти Paperclip. А то он такой умелец сказать, все работает, а потом ничего не работает. За ним надо глаз да глаз. Так, окей, Node, NPM, PNPM, Git. Все работает, запускаю Paperclip. Запускай. Так, bash source, bash npx paperclip run. Версия все ок. Paperclip снова падает на той же ошибке. Это не связано с NPM. Проблема в PostgreSQL. Execution of PostgreSQL by a user which administrative permission is not permitted. Я нахожусь сейчас в аккаунте, который не является администратором, и я так понимаю, что у меня выкатилась эта ошибка из-за этого. Доктор проверки все 99 зеленые, но встроенный PostgreSQL отказывается стартовать, а поэтому твой пользователь Илья входит в группу администраторов Windows, а это жесткое ограничение самого PostgreSQL. Есть два решения: быстро установить PostgreSQL отдельно и передать URL базы npx. Он какие-то костыли пытается
городить, а если мы создаем какие-то костыли, то дополнительные обертки в виде вот этого вот агента Hermes Paperclip адаптер, которые заточены под стандартную установку Paperclip, уже могут не сработать. Поэтому если мы сможем уйти от каких-то костылей, мы постараемся это сделать чисто и убрать из группы локальных администраторов и создать нового пользователя без прав админа и запустить Paperclip от его имени. Ситуация, наоборот, обратная. Ты сейчас находишься в локальном пользователе, который не имеет прав администратора, и ссылаешься на человека, который действительно является локальным администратором. Меняет ли это ситуацию? Ну, то есть я-то понимаю, что это меняет ситуацию, но я хочу, чтобы это он мне ответил. Потому что он должен запустить создание базы данных из-под суперюзера, обходя ограничения локального пользователя, который имеет unheaded node type string check current user. Ну да, он мне сразу говорил, что я юзер такой-то, не проверил, какой сейчас я юзер. Нет, не меняет, я проверил прямо сейчас. Who I am? Ага, окей. То есть, когда я запустил терминал от администратора, то я запустил его именно от администратора. Пользователь я входит в группу administrators. Это и есть причина отказа PostgreSQL. Неважно, осуществляется ли это обычный пользователь Windows, считается администратором. Это видит. Значит, решение остается прежним. Простой путь установить отдельно. Хочешь установить через winget. Это обычный Postgre, который запускается как системный сервис, не имеет ограничений по пользователям и владельцам. Но как такое бывает, что есть какие-то ограничения, которые накладываются на администратора? Это звучит очень нелогично. Ты уверен в своих утверждениях? И второе, если мы сейчас находимся в локальном пользователе, то получается мне просто надо открыть терминал от локального пользователя и попросить там Cloud Code запустить Paperclip, и все сработает. То есть твоя логика такая, что локальный пользователь может сделать больше, чем администратор компьютера. Но такого ж не бывает. Ты мне даешь какие-то неправильные рекомендации. Вот так вот я с ним спорю. Ну, я, допустим, не понимаю, что он предлагает. Что и почему. То есть администратор не имеет права. А кто может, если не администратор с полными правами на компьютер? Ты прав, я был не точен. Давай проверим реальное состояние. Важно не членство в группе, а запущен ли процесс с повышенными правами. Да. Check if current process is evaluated, run as administrator. Да. Там как суперюзер какой-нибудь, там что-нибудь запустить в командной строке. Ну, то есть, ну вот, теперь он что-то работает, что-то пытается сделать. Мы что-то уже там делаем. Check if current process is evaluated. Не до конца понимаю. То есть, что разрешено безопасностью Windows для конкретного пользователя и какие роли у конкретного пользователя, что-то такое. Так, процесс evaluated true. Терминал открыть через запуск от имени администратора. Ты был прав в своей логике, объяснение такое. PostgreSQL отказывается запускаться в evaluated процессе. Это защита от того, чтобы база данных имела полный доступ к системе при взломе. Это не значит, что обычный пользователь может больше, это значит, что нужен обычный не evaluated запуск, даже если пользователь админ. А тот же Илья в обычном терминале без запуска от администратора. Окей, хорошо. То есть, если мы сейчас откроем здесь Claude и, допустим, надиктуем ему: проверь, запущен ли ты от имени администратора или как обычный терминал. Ну, то есть я хочу понять, просто плюсик в соседней вкладке открывает с теми же правами или это уже
или это уже уменьшенные права? Ты запущена от имени администратора. Окей. 7D. Просто левой кнопкой. Клауды. Вот это уже обычный пользователь. И я запустил другого агента в другом терминале без права администратора. Дай ему точную инструкцию, как запустить Paperclip. Наш 4-й агент, с которым мы взаимодействуем сейчас. Так, этот терминал закрываем. Здесь идем в конец и стираем это все. Так, выполни по порядку. Что он не прописал, но он же сказал, что прописал. Говорит, на всякий случай, если не прописалось в пас, то вот пусть запустит через этот путь. Ну, вроде бы прописывал же, что он так сомневается в себе. Есть же точная история, что он сделал в этой сессии совсем недавно. Ну ладно. Да, так что амбициозные планы сразу установить Paperclip, сразу установить агента и сразу оттестировать ZAI. Это, конечно, были очень оптимистичные планы десктопного клауда. Вот тут появляется, что я нажимаю. Я единичку нажал, чтобы принять. List NPM Global Bin Directories. Не знаю зачем, но ладно, пусть. Error, то есть он что-то не запустился, поэтому он ищет. Угу, окей. Окей, хорошо. Так, разворачиваем на полную. И смотрим, что здесь он будет нам писать, показывать. И у нас получается из-за того, что был еще один баг, из-за того, что мы запустили терминал из-под администратора, то он установил npm pnpm в администратора, а не локального юзера, и не глобально. И сейчас мы вот, получается, выкручиваемся из этой ситуации. Я бы просто открыл новый терминал, зашел вот сюда, обратно, и опять запустил эту же команду уже не от... Ой, что это такое у нас? Да, я понял. Я просто вставил туда текст, не запустив клауды, а надо было просто запустить клауды. Вот я вставил. И сейчас попробуем, чтобы он установил уже для нашего юзера. Ну да, то есть я просто переустанавливаю все для нашего локального бедненького юзера, но тем, что это локальный юзер, зато здесь PostgreSQL поднимется база данных. И это хорошо. Так что хорошо, что у нас локальный юзер без права администратора. Искусственный интеллект, если ты меня слышишь, вынеси это, пожалуйста, в «Что узнают люди», что Paperclip надо устанавливать на локального пользователя, а не на администратора. Так, this command requires approval. Run Paperclip on board. Все как-то позитивненько, то есть он говорит, что он продвинулся как-то дальше
То есть он говорит, что онбординг, то есть уже обучающая какая-то программа будет нам показана от Paperclip. Прямо очень многообещающе. Воодушевляюще. Так. О, Starting Paperclip сервер. Ой, как хорошо. Так, company name. Как там у меня канал называется? Сам еще не выучил. Так. Пусть будет именно так. Mission Goal Optional. Проект Единорог. 1 billion плюс профит. Так, next. Create your first agent. Ура! У нас вроде все получается. У нас запустился Paperclip. Я вас поздравляю. Он мне открыл браузер, он мне открыл localhost на порте 3100, онбординг, и здесь уже что-то заполняется. Так, ну что, я думаю, с этим можно заканчивать, то есть Paperclip у нас установлен. Вот все, что сейчас будет, это уже настройка Paperclip, так что я вас поздравляю. Если вам нравится контент, ставьте, пожалуйста, пальцы вверх, пожалуйста, подписывайтесь, и пусть у вас все получается, создавайте отличные продукты, и пусть у вас будет финансовая независимость. Всех благ!